Жесткая шутка Трампа про Украину. Евросоюз становится на шаг ближе к распаду, а война между членами НАТО становится реальностью. Обо всем этом и не только расскажу подробнее. В эфире Нехта самые важные и интересные новости к этому часу. Россия в огне. Атакованы сразу 6 регионов страны. Конец спецоперации, частичный вывод войск, официальное заявление. Трамп получил по лицу после своих слов про Украину. Я был немного саркастичен. Жесткая шутка и резкие заявления президента США. Раскол в Европе из-за Украины, планы на будущее и возможная война между двумя членами НАТО. Друзья, привет! Буду рад вашим лайкам, комментариям, подпискам и репостам. Вы знаете, как для нас это важно. Также спасибо вам за обратную связь. О самых важных событиях к этому часу прямо сейчас. Поехали! Слова Трампа про мир в Украине – это всего лишь шутки. О том, что шуткой оказалось заявление о мире за 24 часа его президентства, он признался в интервью ABC. Когда я говорил это, я был немного саркастичен. На самом деле, то, что я имел в виду, это то, что я смогу преуспеть в этом и добиться мира. Я все еще так думаю. Команда Нехта уже рассказывала о том, что слова Трампа и его команды постоянно расходятся с реальностью. Так, глава Госдепа Марко Рубио раздул изначальный срок до 100 дней. Больше половины из них, к слову, уже прошли. Зато в российском ФСБ уверены, не закончил за день, не закончит за 100 и даже за 300. Там войну против Украины ранее, чем в следующем году, завершать не собираются. Об этом писало издание «Вашингтон-Пост», ссылаясь на документ из Москвы, который попал к ним в руки. Согласно документу, подготовленному для Кремля, Россия должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами, одновременно продвигая усилия Москвы по ликвидации украинского государства. И Трамп Кремлю в этом деле явно решил помочь, уже в очередной раз обвинив Украину в начале войны. Прежде всего, не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя, даже с учетом наших денег. Новость об успехах РФ в Курской области президент США назвал хорошими и уже в 3-й раз повторил путинскую информацию про окруженных в Курской области украинских солдат. В этот момент тысячи украинских военных полностью в окружении находятся в уязвимом положении. Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех. Интересно, что как раз после слов о том, что Москва сейчас находится в сильной военной позиции, из России идут неплохие сигналы касательно перемирия, одна из журналисток дала Трампу по лицу микрофоном. Случайно, конечно же. You're concerned about the situation in Gaza. What are the hopes now to get the hostages back? She just became a big story tonight. Она только что стала предметом большой истории, да? Вы это видели? Специальная операция Вооруженных сил Украины в Курской области завершена. Она выполнила свое задание. Об этом накануне заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Но уже сегодня он уточнил, в некоторых районах Курской области операция продолжается. ВСУ продолжают сдерживать там как российскую, так и северокорейскую армии. И передал привет как Путину, так и, похоже, Трампу. Оточення українських військових є брехнею Путіна. Оточення українських військових на території Курської області немає. Не одним Курском едины. Минувшей ночью сразу 6 регионов страны атаковали больше сотни беспилотников. В Минобороны заявили, что ликвидировали 126, большую часть из них в Волгоградской области. Губернатор Бочаров говорит, разрушений и пострадавших нет, есть локальное возгорание камыша. Утки летают, утки сидели, ёбаный в рот. Оказалось, что подгорает и недалеко от волгоградского НПЗ компании «Лукойл». Десятки дронов якобы уничтожили российские военные еще в Воронежской и Белгородской областях. Гладков, видимо, посмотрел у Бочарова и написал, что загорелась трава. Гусев вообще не признал никаких последствий. К слову, о последствиях атаки в Нижегородской области накануне власти тоже не сообщали. Сегодня утром за губернатора это сделало издание «Астра».
Как утверждает издание, приземлился этот беспилотник на крышу Центра боевой подготовки военной базы в Мулино. И вот какие у этого приземления были последствия. К слову, помимо Центра подготовки, на базе в Мулино журналисты Астры нашли еще и пыточную. Провинившихся военных, в основном мобилизованных, держали прикованными к батареями в другом, ранее разрушенном здании. Холодная. Наверх ты не хочешь идти, блядь? Здорово. Сколько дней здесь уже? Наверх ты не хочешь идти? Ну сюда, пожалуйста. А? Ну сюда, пожалуйста. В наручниках вторые сутки, что, ебанутый вообще, что ли? Журналистам известно как минимум о 3 случаях, когда военным сломали ребра полицейскими дубинками, а после этого, чтобы замять инцидент, отправили обратно на войну. Лукашенко учуял конец, но пока еще не свой, а только войны. Политик пообещал окончание всех войн в мире, от Украины и до Ближнего Востока. Но непонятно когда и непонятно как. А пахнет миром. Я думаю, что в этом году нам удастся что-то сделать, остановить ее. И не только здесь, но и евреев, там, Палестин, на Ближнем Востоке. Я не просто надеюсь. Что-то мне подсказывает, что... Понимаешь, Оля, нет ресурса для этой войны. Люди устали. Мы видим, что на фронте делается. Устали с одной и с другой стороны. По словам нелегитимного лидера, в Украине и Евросоюзе сейчас нет договороспособных политиков, но Владимир Путин все равно ведет непубличные разговоры с ними. Он, Володя, как сын мне был, поступил как гнида. Да как его назвать? И это он, к слову, не про Путина, который напал на Украину и выставляет свои требования, а про Владимира Зеленского. А чтобы вы ответили самопровозглашенному президенту, пишите в комментариях. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Брюсселю. И одно из самых громких – Украина не должна быть в Евросоюзе. Венгерский премьер заявил, что ЕС должен измениться, а решения больше не могут приниматься без учета национальных интересов государств-членов. Среди главных требований Орбана – восстановление полномочий национальных правительств и право вето на ключевые решения. Изгнание агентов Сороса и лоббистов из Еврокомиссии. Жесткий контроль над миграцией, запрет на пересмотр традиционных ценностей и защита христианского наследия. Отмена долгов ЕС и пересмотр финансирования стран-членов. Мы требуем мира в Европе, но при этом ЕС должен существовать без Украины. Ранее команда Нехта уже рассказывала, Евросоюзу пришлось исключить из санкционных списков 4 россиян по требованию Венгрии. По данным Financial Times, чиновники ЕС обсуждают лишение Венгрии права голоса из-за попыток Будапешта блокировать решения в отношении РФ. Даже США больше недели безрезультатно пытались убедить Венгрию проголосовать за продление санкций. Что это? Очередной виток популизма или реальный шаг к расколу всего Евросоюза? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях, как вы это видите. Мир облетают громкие заявления из Копенгагена. Дания готова защищать Гренландию, если Трамп попробует ее отобрать. Глава оборонного комитета датского парламента жестко и с неприкрытым возмущением ответил на скандальные слова президента США. Мы не одобряем шутки генсека НАТО с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО. Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и никогда не хочет быть американской. Недавно на 55-тысячном острове прошел референдум, и жители проголосовали против немедленной независимости. Дания уверена, Гренландия не хочет становиться частью США. Но аппетиты Вашингтона этим не ограничиваются. Стало известно, что Белый дом запросил у Пентагона надежные военные варианты для установления контроля над Панамским каналом. Стать 51-м своим штатом США приглашают и Канаду, причем в довольно агрессивной форме. Она также член НАТО. Трамп закрывает границы США. Его администрация готовит беспрецедентные ограничения. Гражданам 11 стран въезд в США будет категорически запрещен. В этом списке Афганистан, Куба, Северная Корея, Венесуэла и другие давние враги. Но и это еще не все. Россияне и белорусы также попадают под жесткие визовые ограничения. Они оказались в оранжевом списке, а значит, въезд в США станет возможен только для богатых бизнесменов, а обычным туристам и иммигрантам путь будет закрыт. Третья категория
категория «желтый список». Граждане 22 стран получили 60 дней на выполнение условий безопасности, иначе США также прикроют для них границы. Вашингтон меняет глобальные правила игры и, похоже, начинает закрываться от мира. Что дальше? Друзья, на этом все. Не забудьте оставить лайк, комментарий. Мы же с командой продолжим следить за самыми важными событиями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах и на платформе X. Спасибо вам за доверие. Оставайтесь с нами и хороших вам новостей.